Всем привет! Меня зовут Таня. Я с Херсона. Я сейчас нахожусь в Польше со своей семьей, в часе езды от Кракова, ближе к Закопане. Моя семья состоит из 6 человек. Это я, мой сын Александр младший, средняя дочь Ульяна, старшая дочь Полина, моя сестра и моя мама. Я Полина, мне 11 лет, я из города Херсон. Ну вы с мамой сюда переехали, да? Я приехала сюда с мамой, сестрой, братом, бабушкой, тетей и тетей. Моей старшей дочери 11 лет, младшей дочери 7 и сыну 2 года, самому младшенькому. И мама инвалид, у нее коксартроз обеих суставов, один сустав поменянный, один нет, она ходит на 2 костылях. То есть это не то, что там ногу сломала, она на постоянной основе ходит на 2 костылях. Утром 24 февраля я проснулась от взрыва. В Херсоне мы жили в районе, который называется Таврический. Это, как можно сказать, окраина города. И Чернобаевка, аэродром очень близко, поэтому взрыв мы услышали очень сильно. Ну и я проснулась, взяла телефон в руки и увидела, что началась война. Ну, услышала, а потом увидела смс-ки и так далее. Я просыпаюсь и сразу слышу взрывы. А перед тем, как я слышу взрывы, ко мне прибегает бабушка и говорит, что типа в слезах вся, и говорит: Поля, война началась. Месяц мы просидели в Херсоне, в оккупации. Было страшно. Было, очень страшно. Автономский мост. 4 дня где-то приблизительно шли бои. Ну и потом оккупировали. Супермаркеты пустые, магазины полупустые, цены намного выше. Ну, продавали все с машин, вот как раньше, там, в 90-х. И дорого. Почему решили приехать? Ну, потому что было страшно. Было страшно, то есть по городу спокойно ездят всякие БТРы, танки и так далее, зетками. Было очень страшно. Было страшно больше, когда вырубали связь. Когда мы не могли... То есть мы уходили с сестрой в магазин. А в магазин уходили даже за хлебом, это не как раньше 10 минут, а надо было простоять до 4 часов в очереди за этим хлебом. Вот, а если что-то там помимо хлеба, так еще дольше, это по полдня. Мама с детьми сама, и связи нет. Дети на улицу у меня не выходили, выходили только во двор, так немножко, на полчасика погуляться. И когда я младшую дочь как-то один раз взяла прогуляться, 7. И мы зашли в супермаркет с ней, она увидела, что полки абсолютно пустые, она расплакалась. И это, наверное, стало одним из решающих таких моментов. Мы вообще спали в коридоре. К нам еще приехала моя тетя со своей кошкой. А я, младший брат, младшая сестра и мама спали в коридоре, потому что там было безопаснее. Потому что Польша ближе всего, это во-первых. Во-вторых, в Польше есть кому помочь. Переезжали очень сложно. Я сейчас буду плакать. Я просто это все забыла где-то, а сейчас вспоминаю. Когда мы решили выезжать, мы искали перевозчика, кто осмелится вывезти. Это было спустя месяц войны. Мы 2 недели не могли, наверное, неделю где-то искали перевозчика. Мы не могли найти, кто отвезет. Потом нашли одного за много денег. Как нам тогда казалось, это очень много денег стоило. До Николаева, это 60 километров от Херсона, машина стоила 9000 гривен. То есть в мирное время это было съездить в Николаев, это не знаю, как кофе попить. С Херсона мы выехали рано утром,
с Херсона до Николаева, еще раз повторю, 60 километров, мы ехали 5,5 часов. Потому что блокпосты русские, на блокпостах нас проверяли документы, очереди большие, это все медленно. Потому что еще мы несколько часов простояли не на блокпосту, а в селе в одном Херсонской области. Нас там не пропускали гражданские, то есть староста села, или кто он там такой, просто говорит, ну, я не знаю, с какой целью, конечно, вы не проедете, и все, стоит там больше 300 машин, и все набиты людьми, и он никого не пропускает. И когда нам мотивировали тем, что дальше там есть дамба, и дамбу типа разбили. Ну, то, что там горели поля, мы видели, то есть это мы проезжали под взрывы на полях, проезжали мимо снарядов, взорвавшихся и не взорвавшихся. Но нас не пропускали, говорили, что дамба взорвана. И когда ехали встречные машины, мы их просто тормозили и спрашивали, откуда вы едете? Они говорят, с Николаева. Мы говорим, как вы проехали, если дамба взорвана? Нам говорят, какая дамба? Там все нормально. Но в итоге там правдами, неправдами, через скандалы, через стресс огромный для детей был стресс. Дядьки матюкались на тебя и на всех. А я там расплакалась, а Полина меня успокаивала. Потом был украинский пост, который без проблем нас пропустил. Военные, мы сказали, там, типа, дальше мы проедем, спрашивали. Говорят, да, без проблем, до Николаева доедете. То есть этот водитель нас довез в Николаев, мы вышли. Естественно, мы на автобус, который от волонтера в автобус, мы опоздали. Поэтому нам волонтер дала номер телефона, говорит, вот там человек, позвони, он вас заберет. Ну, а вы знаете, уже был вечер, мы посреди Николаева, где магазины, все закрыто абсолютно, ну, потому что там магазины работают там, до 2 часов дня. Мы так просто сидели на лавочке с сумками, с детьми, с мамой. И у нас с собой были рюкзаки у каждого и 2 огромные сумки. И вот таким вот составом, да, мы ждали посреди Николаева. И я позвонила этому мужчине, который дал волонтер, Анастасия дала телефон. Он говорит, проедьте за Варваровский мост. Я попыталась вызвать такси, это было нереально вообще. Никто не хотел ехать за Варваровский мост уже. Потом я поняла, почему не хотели ехать за Варваровский мост и почему нас забирали после Варваровска. По всему Николаеву, там каждые 100 метров стояли блокпосты. В тот момент запоминающийся для меня, я вызываю уклон, служба такси, ставлю 500 гривен до Варваровского моста, хотя обычная цена там не больше 200. Ну, принимает заказ водитель. Мы едем с водителем. Ехать, естественно, мы едем долго, потому что блокпосты. И мы приезжаем на место назначения, я даю 500 гривен, и водитель мне дает 300 гривен сдачи. А я говорю, ну, типа, там же я ставила. А он говорит, я что, не человек? Я, говорит, я понимаю вашу ситуацию. Ну, вы знаете, это было... Я не могу. Я расплакалась, мама расплакалась. Вот такой вот момент, когда человек реально человек. Он не решился, не решил поживиться на нас или просто там подзаработать. Потом нас забрали Александр Васильевич. Я до сих пор толком не знаю, кто это. Это человек, который помогает людям выезжать, который помогает гуманитарной помощью. Он раньше жил в Херсоне, это что я о нем знаю, сейчас во Львове. Он и волонтер Яна, это волонтер из Германии. У Яны был микроавтобус. Они забрали нас, и мы сразу поехали до Одессы. В Одессе переночевали, и потом через Умань. И по дороге мы забирали тоже людей. Мы ехали комфортно, очень комфортно. Нас по дороге даже кормили, ночлеги были бесплатно. Это все помогали. Мы предлагали деньги, потому что деньги у нас были. Мы предлагали, хотя бы на бензин, возьмите, другим людям там поможете. Они сказали, нет, это все бесплатно. И мы предложили отправить на ЗСУ, и мы просто деньги, которые просто отправили на ЗСУ. Благодарность, вселенная, не знаю.
Я ожидала, что будет все сложно, разные мысли. Было очень страшно, потому что ты не знаешь, куда ты едешь, ты не знаешь, вернешься ли ты. А при том, что я очень люблю свой дом, ну, то есть Херсон, Украину. Я боялась того, что случится что-то плохое, вдруг русская ракета нечаянно там где-то рядом упадет. Нас встретили очень приветливо. Я очень благодарна полякам. Хоть мы их и не очень понимали. Когда мы перешли польскую границу, вот украинскую, потом польскую, нас за дверями, так сказать, встречали волонтеры. Забрали сумки, там маму посадили на вузик. И потому что она с костылями, они видели, что ей тяжело идти. Сразу же сумки забрали, все там, пледы выдали, потому что это была ночь. Прохладно, пледы выдали, накормили, чай, кофе, детям игрушки. Они нам предлагали, мы вообще в растерянности, мы не знали, что делать вообще. Что брать, что не брать, что нам надо. Ну, то есть они согрели, накормили, напоили, дали детям игрушки, посадили забронировали места в автобусе, посадили потом на автобус, рассказали куда, что, как, выдали сим-карты, ну, то есть отвели, чтобы нам выдали на границе все бесплатные сим-карты. Это было такой шок, приятный шок, потому что я не ожидала, что так поляки нас встретят. Причем волонтеры были не только поляки, были белорусы, были американцы, или на английском разговаривали. И несмотря на то, что мы не знали языка, они там на пальцах мы объяснялись. Нам предоставили домик в лесу, абсолютно бесплатно. Пани Неля, она директор школы для детей особенных. Я ей очень благодарна, она нам очень сильно помогла. И вы знаете, не только пани Неля помогла жильем. Виталя вообще помог адаптироваться, понять, что такое песель. Я вот ходила, просто махала головой, когда мы получали песель, оформляли вот эти выплаты социальные. Просто махала головой. Я безумно благодарна. Я не встретила в Польше ни одного человека плохого, так сказать, да, там. Может, мне повезло, может, такие люди здесь. Все хотят помочь. Просто люди слышат украинскую речь на улице, подходят и спрашивают, может вам чем-то помочь? Мы сидели как-то в кофейне, бабулечка мимо проходила и подошла, говорит, вы украинцы, ну, на польском. А мы, ну да. Она, может, вам нужно что-то помочь, чем-то помочь, как-то. Просто абсолютно незнакомый человек подходил, и таких людей много. Они просто помогают, вот просто готовы помочь едой, лекарствами, консультациями. В их госучреждениях тоже для меня это было открытие. Ты приходишь, и они тебе рассказывают, как лучше получить ту или иную выплату, что сделать. Они с удовольствием помогают, с улыбкой на лице. Выплата в Польше на человека единоразовая, это по приезду 300 злотых на человека. Мы оформляли в отделе коммуникации. Также выплаты на детей, которые называются программа 500+, они идут на карту, на каждого ребенка 500 злотых в месяц. Потом еще я выплату оформила на ребенка до 3 лет. Там общая сложность, то есть от рождения до 3 лет 12 тысяч злотых. Ты их можешь получать по 500 злотых в месяц, можешь по 1000 злотых в месяц. Плюс помощь от ООН мы получили. Я и 3 детей 2500 злотых в месяц. Но это мы 3 месяца будем получать. Airbnb, сертификат на 2000 евро мне предоставили на проживание 6 человек. Да, скидка на букинге. На букинге скидка на проживание для украинцев. Да. Если ребенка оформляешь в школу или там, в детский сад, или там, школа, вот, государство Польши выделяет помощь 300 злотых, ну это типа на покупку там ручек, учебников, ну такое. Вот такая вот еще помощь классная есть. А есть еще выплата 40 злотых на человека, выплачивают
полякам, ну, или людям, которые предоставляют беженцам жилье, питание. Я не знаю, как она оформляется, потому что подает это владелец жилья на эту выплату. От нас попросили просто песель, мы предоставили свои номера песеля, и все. И потом к нам приезжал контроль, то есть с гмины. Они предварительно позвонили, спросили, будете ли вы дома там в понедельник. Все мы приедем проверять. Мы сказали, да, окей. Они приехали, ну, что такие милые люди, просто порасспрашивали нас, посмотрели условия жилья, и все. Она оформила с целью вернуть нам эти деньги. Ну, как бы мы от этих денег отказались, потому что ну, как бы мы живем, она платит за нас коммуналку, а мы живем в ее доме сами. Какие вообще могут быть деньги? Мы ей безумно благодарны и готовы доплачивать, а она нам еще оформила и говорит, я вам верну эти деньги. Но она занимается очень благим делом в плане деток, помогает детям по всему миру, ну, детям-аутистам. Работы очень много. Вообще не проблема найти работу, если нет там каких-то завышенных, возможно, ожиданий. То есть работу на там, обеспечение зарплатой, которая может обеспечить тебя и детей, ну, в принципе, легко. Виды работы на полях, там, горничными, кухонными работниками. Причем на OLX на польском есть целый раздел, где есть для украинцев. Точно там и работа, и жилье, ну и всякое там бесплатно, много чего дают. Кстати, одежду, продукты питания, там, на OLX это можно мебель найти вообще без проблем. Всякие велосипеды. У моих детей есть велосипеды. Гора игрушек, просто гора игрушек. Это все благодаря польским друзьям. Я работала старшим, куда пошлют, делала все, что скажут. Ну, конечно, тяжело, потому что с непривычки на ногах, там, 10 часов. Причем, что я могла выбирать себе, хочу я работать 8 часов, хочу я работать 3 часа, хочу я работать 10 часов. То есть, хочешь работать, на тебе работу. Ну, вот как-то так. Я работала нелегально, мне платили 13 злотых в час. Вот. Ну, в общей сложности за месяц я заработала 3000 злотых. Мне сложно жить в Польше. Ну, если убрать эмоции, там, то, что хочу домой, там, найти себя, сложно было выключить с паузы свою жизнь, потому что, ну вот я чуть-чуть еще, вот еще чуть-чуть, и я вернусь домой, война же закончится. И, ну, типа, никаких планов не строила, вот живу здесь и сейчас. Вот тогда было сложно. Когда я вот снялась с паузы, я поняла, что надо жить дальше, закончится война классно, ну, если она завтра закончится, а если нет? А у меня дети, а что делать? Польше в плані школ, садиків теж нет ніяких проблем. Є україномовні класи, або ж, якщо немає україномовних класів, тоді в класі є вихователь україномовний. Тобто уроки йдуть на польському, але є україномовний вихователь, який дітям перекладає або там допомагає. Ну, це дуже класно. Дети, то есть я адаптировалась быстро. У меня не было, наверное, я не знаю, я просто быстро адаптируюсь, я гибкая, мне кажется. Вот. И дети быстро адаптировались. То есть у них друзья, поляки, они общаются, играют, и им отлично просто. Польский язык. Когда я пересекла границу и со мной разговаривали на польском, я вообще ничего не понимала. Но буквально дня 4, неделю я уже начала понимать. Не понимала только цифры. Сейчас, вот спустя сколько там, 3 месяца, где-то 3 месяца мы здесь, я прекрасно понимаю поляков. Польский язык очень похож на украинский. Поляки меня тоже понимают, когда я говорю на украинском. Я научилась подбирать слова, которые им понятны. То есть какие-то синонимы в украинской мове знаходить, и все прекрасно понимают. На работе я работала, я украинка, еще одна девочка украинка, но та девочка украинка, она давно в Польше, она знает хорошо польский язык, но тем не менее поляки меня понимали. То есть я работала и на кухне, и сейчас уже проскакивает у меня польский суржик, но тем не менее соседи у нас вообще золотые. Я не знаю, я таких соседей желаю всем.
Моей благодарности вообще нет предела. Кася, Ярик, я вам очень благодарна за все, что вы делаете. И вот, чтобы вы понимали, мы можем там поехать куда-то, там, в магазин. Приезжаем, а у нас трава выкошена. Просто Ярик заехал и покосил нам траву, потому что себе косил. Ну или где-то что-то надо, любая мелочь, они всегда, в любое время суток, они готовы помочь. Мы стараемся, конечно, их не напрягать, но тем не менее, где-то куда-то поехать, отвезти, поговорить по телефону, ну, потому что я на польском еще лично разговаривать, да, ок, а по телефону мне еще сложно. В плане цен, тут цены на вот такие стратегически важные продукты, мне кажется, дешевле, чем в Украине до войны, не говоря уже сейчас. На такое как молоко, масло. Мы пересекали границу с национальным паспортом, обычным украинским паспорт, книжечка. У вас нет загранов, да? Нет загранов. У детей свидетельство о рождении, просто обычное свидетельство о рождении. На границе просто спросили, есть ли у вас загранпаспорт. Я говорю, нет. Они, очень жаль. Ну, это украинская заграница. Граница спрашивала. А поляки вообще без проблем. Они просто спросили, как пишется на латинице имена, и все. Вот. Здесь без проблем находиться с нашими документами. Что в Польше первое, что мы сделали, это ПЭС. Это банковская карта, которая в банке Сантандер у меня с украинским паспортом, и все. И больше никаких документов я не предъявляла. Вот. И ПСЛ, тоже просто украинский паспорт, заявление и фотография. Все, что надо было. Кстати, фотография, есть места, где можно сфотографироваться бесплатно. Можно платно. Ну, они говорят, у вас маєте обеспечение, ты показываешь им песель, в котором статус УКР. Статус УКР – это значит, что ты выехал после 24 февраля в Польшу, и значит, что для тебя медицина бесплатна. Дети мои, слава богу, не попадали еще в больницу, а я попадала. У меня опухла рука на работе, и на поготове, типа травмпункт меня возили, моя любимая соседка Кася. И ничего, абсолютно бесплатно, все нормально, никто ничего, там, ПСЛ есть, ПСЛ дала, значит, есть обеспечение. Не совсем я разобралась здесь, но я знаю, что, то есть, медицина здесь бесплатна. Не хочешь ждать очереди, можно платно, частные клиники, а врачи те же. А когда есть еще у нас немножко такое, бесплатно хуже, не хуже, потому что тот самый врач. Просто подождать. Если там ничего не горит, там можно подождать. Кстати, что-то горит. Первый совет – не бойтесь. Я, знаете, естественно, я мониторю все новости, там, паблики своего города. И там бывают там прилеты, отлеты, и это все видео, там, звуки. И я вот это вот слышу, и такой флешбэк, да, это называется. И я вспоминаю, как это было, и когда я сидела в Херсоне, я в первое время говорила, нет, я никуда не поеду, я буду в Херсоне. Но, тем не менее, это было вот натянуты нервы, как струна. И приехав сюда, я понимаю, как я правильно поступила. То есть, да, было страшно от того, что ты не знаешь, что будет. Лучше, некомфортная зона комфорта, да, чем что-то менять вообще. Но я не жалею, что я переехала. Здесь помогают все. Здесь помогают наши в Польше. Здесь помогают поляки. Здесь помогает польское государство само украинцам. И мне, при любом раскладе здесь сейчас лучше, чем в Украине в зоне боевых действий или где-то там. И квартиры здесь, аренда жилья дешевле, чем на Западной Украине, например, да. Я не говорю там за большие города, как Краков, Варшава и так далее, а пригород, почему бы нет. Здесь цивилизация везде. Еще совет, если у вас есть водительское удостоверение или есть возможность его получить в Украине, получайте там, привозите с собой, потому что здесь очень сложно без автомобиля, а автомобиль здесь можно купить за 4000 злотых. Такой, чтобы ездил, но можно. То есть, грубо говоря, месячная зарплата, и ты можешь купить себе автомобиль. Есть даже варианты, когда тебе могут одолжить автомобиль. Есть и такое. То есть Польша встречает, прям реально встречает. И начиная от границы. То есть
ты на границе понимаешь, что здесь о тебе заботятся искренне. Все. И так продолжается. Вот сколько мы тут 3 месяца живем, ничего плохого. И только хорошее могу сказать. О поляках вообще спасибо им огромное. Вообще огромнейшее спасибо. Я не знаю, как в других странах, как в Европе, но что касается Польши, я агитирую всех своих, кто находится там в оккупации, в зонах боевых действий. Ну хорошо, а как тебе поляки? Добрые, хорошо относятся к украинцам и помогают. Помогают, чем могут. Они относятся отлично к украинцам, белорусам, русским. Я не слышала плохое в сторону людей. К войне они относятся плохо. Они относятся плохо к путинскому режиму, к непосредственно там власти российской, да. Они очень плохо и ругательными словами всякими. Я когда работала среди поляков, то я там наслушалась. Но неплохо не про народ, не про людей, а именно про Путина и его вот этих вот прихвостней. Не знаю, как это правильно сказать. Короче, про орков, которые у нас. Они, знаете, еще мне страшно было, когда мы ехали, и вот первую ночь мы спали, я вот в таком бреду, тут, ну даже первый день мы спали не ночью, а днем. И у меня такая во сне, думаю, блин, вот это поляки сейчас возненавидят украинцев за то, что у них растут цены, за то, что есть опасность, то, что Россия нападет на Польшу. Я не знаю, откуда у меня такие мысли были, что они нас возненавидят. Вот был такой страх, не знаю откуда. А оказалось, все не так. Они нормальные, адекватные, такие, как мы. Они понимают, что украинский народ ни при чем, что это все политики, и причем даже не украинские. И, кстати, они любят нашего президента. Вот, то есть те поляки, которых я встречала, они говорят, Зеленский у вас, конечно, молодец. И вот все откликают, никто плохо не сказал. Ничего. И еще, когда узнают, все спрашивают, а откуда ты? Говорю, с Херсона. С Херсона. И все так сочувствуют. Это поначалу, особенно, когда спрашивают, откуда ты, и видно в глазах вот это сочувствие. Так больно было это переносить. Даже сейчас вспоминаю, слезы на глазах. Потому что они искренне сочувствуют. И спрашивали, а твой дом цел? Там, где ты живешь, ну, тебе есть еще куда возвращаться? Если это будет победа. Все спрашивают, вот абсолютно всех, кого я встречала поляков, они спрашивают, твой дом цел? В планы пока жить в Польше. Ну, когда закончится война, победа, я, естественно, вернусь. Пока мой дом цел. Мой дом цел, я не знаю, живут ли там. Судя по новостям, сейчас русские заселяют свои семьи в пустые квартиры. В Херсоне информации нет, живет кто-то у нас в квартире или нет. Не хочу об этом думать. Но пока цел, слава богу, пока есть куда вернуться. И я хочу вернуться, потому что я люблю Украину. Но я хочу именно вернуться в Украину, и никакую оккупацию, никакую Россию, аннексию и так далее. Нет, я хочу вернуться в украинский Херсон. Ну что, тебе тут нравится жить? Да. Да? Привет, меня зовут Дейзи, я польская собака. Путін лох, наївся блох, поліз в мусорку і здох, а собака з переляку відкусила йому сраку.